Значит, захотелось мне сделать ему такую улиточку на колпачке, да, чтобы она вот сидела. Заканчиваю сейчас мастер-класс по эльфику, уже все на финишной прямой. Но эта улиточка у меня чуть оказалась великовата, да, поэтому я буду делать сейчас маленькую и заодно вот покажу, как это все делается. Может быть, кому-то пригодится. Да простят меня те, кто хочет приобрести этот мастер-класс. Вот лепить я улитку буду из ливендола и покажу, как затонировать. Значит, у меня есть такой маленький панцирь, да, мне подходящий по размеру, я его нашла на улице. Пошла гулять с собакой, смотрела под ноги, и очень много лежат бесхозных домиков. Значит, я один вот себе приватизировала. Вот. И разминаю пластику. Что я сделала заранее? Заранее я вот такие маленькие рожки, которые будут улитками, я их просто запекла заранее. А как затонировала, я покажу чуть-чуть попозже. Так, разминаем пластику нашу. И делаю из пластики вот такую штуку. Это у нас и будет, собственно говоря, потом тельце слизнячка, да, улиточка, слизнячок. Вот. И потом по краю я ее вот так вот все прищипну. Вот так. Такие ей сделаю, вот эти ее ножки, да, которыми она перебирает, ползает с помощью. Так, вот. Вот такой. И мордочку сразу я и выгибаю. Вот. И мы вчера, конечно, лепили там капризиков, но так. Не знаю, как им улиточка, ну, может быть, тоже их подружка улитка, почему и нет. Вот, то есть вот такое что-то я сделала. Вытру, чтобы у меня сильно отпечатков не было, но потом еще протрем от отпечатков. Примеряю к панцирю. Вот так. Ну, вроде как по размеру ничего. Дальше я возьму иголочку небольшую и по краю вся улиточка, если ее рассмотреть, она такая морщинистая, да, вернее, ну, много на ней всяких вот складочек, бороздочек, вот в этих местах. Что у меня на иголке? Вот. И вот поэтому я тоже вот так попродавливаю всякие складочки иголочкой, поделаю по поверхности. По всей поверхности. Не прямые линии, а надо стараться, чтобы они такие были немножечко кривые, волнистые, да. Ну, потом, когда будем тонировать, получится такой эффект симпатичный. Чем мельче, тем лучше. У нас совсем такая маленькая, ой, улиточка, поэтому у нас такие тоненькие всякие морщинки. Можно не по всей поверхности, а только вот с краю. Видите, вот так мы ее поморщинили. Вот. И потом, значит, вот эти вот места, которые мы их тоже немножечко волнистыми такими сделаем. Вот так. Да. Тело, посмотрите, значит, хвостик у нее там сзади где-то плетется, за ней ползет, оставляя мокрый след. Вот так, чтобы она у нас хорошо сидела, да. Вид сверху, конечно, может быть не очень. Ну, вот так. Далее нам пригодится еще вот такая штука, фимогель. Тоже во всех магазинах для творчества можно купить его. Вот. И мы, значит,
эти рожки будем вклеивать на него. Примерно я примеряю размер рожек. И если они у меня велики, я вижу, что велики, я их немножечко подрежу. Такая поверхность. Попробую ножницами. Угу. Да, рожки я запекла предварительно уже, чтобы они у нас были тверденькие, потому что с мягкими, ох, как неудобно работать. Так, и теперь я сразу эту улиточку по-сырому затонирую. По-сырому затонирую улиточку. Вот у меня пастель здесь сухая, натертая, да, такой с коричнево-рыжий цвет, темно-коричневый, серый есть у меня. Для брюшка можно немножечко розового и красного использовать. И вот я, значит, набираю на кисть все эти цвета и вот так прям сверху нашу улиточку беспощадно крашу. Значит, у улиточек особенно темные края, да, вот на этой, которая запеченной, вот они вот прям по краю идут, да, более контрастно. Кончики рожек, ее кончик мордочка, и по краю всегда, значит, тоже чуть-чуть темнее. Вот я пастельку наберу и прям по краю в сырой в пластик, значит, этот пигмент входит в сырой пластик, и вы уже, ну, все, намертво там будет держаться, вы его ничем оттуда не вымоете, да. Сошлифовать тоже будет трудно, потому что, ну, в пластик он впекается просто. Только сверху можно будет густым там перекрыть акрилом его, и все. Поэтому, если вдруг что-то у вас пошло не так сразу, вы влажной салфеточкой можете вытереть. И мордочку. Тоже можно даже немножечко вперед его сюда. Вот так. Да, а сама брюшко можно уже чуть-чуть подрозовить. И хвостик еще немножечко мы подтонируем, это у нас такой бледненький. То есть посмотрите картинки, откройте в интернете. Улитки, они там всякие, и серые, и зеленоватые бывают, и прям черные, такие очень интересные жители нашей планеты. Вот. Вот такая штука. И теперь я на этот фимогель капаю, значит, на один рожек. И прям вот так его в голову вставляю. Я, конечно, так мне не очень удобно. Сбоку как бы я все это делаю, чуть ли не левой рукой. Так, и второй тоже рожек мы вставляем. Можем немножечко там поискать наклон головы нашей улиточки, как у нее эти рожки, да, расположены. Вообще один рожек может быть выше, другой ниже. Значит, панцирь я тоже, ну, помыла, насколько была возможность. Ну, он хорошо сейчас, летом там бывают еще эти какие-то, залазят туда жители. Тоже по краю, значит, по краю я его фимогель нанесла. И, значит, на нашего слизнячка я этот домик приклеила. Вот. Вот такая у нас получается улиточка. И мы все это отправляем запекаться. Запек на 130 градусах минут 25 ей хватит. После того, как она запечется, так как она у нас вся такая блестящая, ее лучше покрыть глянцевым лаком. Нет глянцевого лака специального, да,
берите топ какой-нибудь для ногтей, не знаю, вот такой супер шайн какой-нибудь, и все, и тоже будет вам счастье. Пока-пока.